XVIII век – это новый рубеж исторического пространства. Россия, наследница Византии, теперь окончательно обращается лицом к Западу. Во многом именно посредством искусства окно на Запад ныне и прорубается. Император Петр строит Петербург как грандиозную модель нового времени. Прежде западное барокко внедрялось лишь частицами. Ныне же взметнувшаяся ввысь барочный шпиль Петропавловского собора задает свой курс всей России. Это курс на Европу, как раз тогда входившую в ту эпоху, что получила имя «Век просвещения». В Россию приезжают иноземные художники, от рядовых ремесленников до мастеров масштаба Растрелли и Фальконе. Нового типа дворцы и храмы достигают невиданного пространственного размаха и живописного великолепия. Исторически этапным в этом плане явилось творчество Бартоломео Растрелли. Его постройки представляют собой целые ансамбли, ритмически объединенные с помощью пластически разнообразных фасадов и внутренних парадных анфилад. В русле барокко складывается и местная разновидность стиля рококо, отмеченного особой изощренностью декоративных фантазий. Средоточием эстетических новшеств становится и портретная живопись. Среди значительных мастеров портретного жанра следует назвать в первую очередь Антропова, Аргунова, Лосенко, Рокотова, Левицкого. Человеческое «я» распространяется в мир, наполняя своими капризами культуру и природу. Все меряется чисто человеческой меркой, поэтому новое искусство кажется столь величавым и одновременно столь уютным, словно созданным специально для увеселения и комфорта. Эстетический праздник спускается с небес на землю. Однако византийский канон не исчезает из поля зрения, словно побежденный противник. Он соседствует с веком просвещения, изучая и, в свою очередь, просвещая его. Подобно величественному Смольному монастырю, или стройной барочной колокольне Троицы-Сергиевой лавры. В век просвещения, или, как его еще называют, век разума, само искусство кажется, по словам одного современника, приращением разума. Именно для разумного устройства государства российского создается Академия художеств. Искусство заботливо совершенствует, как бы воспитывает окружающий мир. Если в годы раннего классицизма главным центром архитектурных поисков по-прежнему пребывает Петербург, то к концу столетия мощно возрастает и значение старой столицы. В Москве возводятся масштабные ансамбли, заметно обновившие средневековую структуру города. Их архитектурный стиль эволюционирует от патетической живописности образов Баженова к гармонически величавым, воистину градообразующим постройкам Казакова. Российский век просвещения был фатально сопряжен с имперским деспотизмом и крепостной неволей. Фон эпохи, подобно темному фону старых фамильных портретов, хранит массу жестких и в высшей степени неизящных истин. Однако именно изящное искусство, благородное художество давало, быть может, самый верный шанс прижизненного освобождения.
давала залог того спасения в красоте, благодаря которому все сословия, и высшие, и низшие, превращались в актеров праздничного театра жизни. Масса такого рода театров жизни рассеялась по России в виде усадебных ансамблей, где все конфликты принимали вид безмятежной идиллии. Эти постройки располагались на фоне ухоженной природы, среди специальных беседок, миловзоров, откуда все должно было радовать глаз. Она давно прошла, и нет уже тех глаз. Но красоту ее Боровиковский спас, гласит строка Полонского об одной милой даме на старинном портрете. Так искусство в целом, оно спасло для нас век просвещения, век щегольской и наивный, лукавый и в то же время ребячески простодушный. С определенного момента, с той поры, когда искусство окончательно обособилось от религии, названия и стили начинают выражать содержание целых исторических эпох. Романтичны не только картины или здания первой половины XIX века, но и само время, полное великих надежд и упований. Внешние формы могут быть строго классическими, ведь начинается-то XIX век именно с классицизма, с русского ампира, но они все равно наполнены романтической мечтой. Мечтой о грядущих судьбах Российской империи, войска которой только что разгромили Наполеона и победным маршем дошли до Парижа. Композиции больших городов формируются как совокупности парадных ансамблей с центральными зданиями и монументами, символизирующими триумф и величие российской монархии. Основоположниками этой градостроительной системы в Петербурге стали Захаров, Воронихин, Тома де Томон. Высшим, наиболее красноречивым выражением и в то же время блестящим итогом ансамблевых систем города на Неве послужила деятельность Росси и Монферрана. Зодчие и художники в новой и старой столицах, равно как и в провинции, привыкают мыслить картинами, примеряя их к реальности. И пестрая реальность входит в раму, научившись жить по законам искусства. Магистральным путем творческих поисков и инноваций становится эстетика романтизма. Старшие художники-романтики, такие как Венецианов, Тропинин, еще достаточно классицистичны, тяготея к умиротворенным идиллиям, выделяющим в реальности ее просветленно-гармонические черты, насыщенные особым внутренним одушевлением. С максимальной определенностью новые принципы проступают в портретах работы Кипренского. Присущая новому стилю лирическая мечтательность, равно как и творческий индивидуализм, находят проникновенное выражение в автопортретах, которые охотно пишут почти все ведущие художники эпохи. Это время называют «золотым веком отечественной культуры». Для художников-мечтателей тогда существовали, собственно, не одна, а целых две земли обетованные. Одна — Россия, родина жизни, родина как таковая, с ее неведомым, но славным будущим, а другая — солнечная Италия, родина искусства, куда стремились, чтобы постичь его тайны. Казалось, что стоит лишь свести эти два края воедино, свести в художественной фантазии, в картине, и сама история двинется иными, более разумными путями. Творческая фантазия обнаруживала не только умиротворенно гармоничный, как у Венецианова, но и катастрофически бурный потенциал. Таков последний день Помпеи Брюлова.
разрушение Помпеи у Брюлова предвещает грядущие российские потрясения. Религия же среди этих исторических бурь не то что исчезает, но в свою очередь обращается в романтическую мечту, как в малую фигурку, почти в пейзажную точку, обращается Христос в знаменитом полотне Александра Иванова. Как все соединить, как связать разные виды красоты, красоты пророческой, таинственной и в то же время повседневной и земной. Для иконописцев все было просто, являясь предметом мистического откровения. Теперь все невероятно сложно. И картины, равно как и архитектура тех лет, предстают свидетельством этой драматической сложности. К концу Золотого века, а царствование Николая I означает именно его конец, масштабы архитектурных образов отнюдь не уменьшаются. Напротив, они еще более возрастают. Возводятся Исааки и храм Христа Спасителя, ставшие самыми большими храмами России. Их грандиозность по-своему утопична, хотя эта утопия демонстративно обращенная уже не в будущее, а в прошлое. Романтическая мечта переходит в романтические сны. Сны о величии Рима или Византии. Стихия романтизма еще дрожит и плещется, как море на полотнах Айвазовского. Но она уже уходит куда-то вдаль, как эти живописные моря. Решающее слово переходит к реализму, стилю куда более суровому и земному. Вторая половина века в России все меньше напоминает золотое столетие. Свершилось освобождение крестьян. Нарастает волна революционного террора, жертвой которого падет царь-освободитель Александр II. Приходит новый человек, революционер-нигилист, который не знает пощады в борьбе за светлое будущее. Под пестрым покровом комического времени, так тоже называли эту переходную эпоху, проступает темная пустота, которая зияет своим отсутствующим центром. Именно так, от пестрой иронии к темному ничто, и развивается трагикомическое искусство Павла Федотова. Искусство сбрасывает роскошные покровы, и вместо сияющих солнечных далей мы видим леденящий холодный закат последнего кабака у заставы. Самые славные, воистину эпохальные произведения излучают уже не светлую гармонию, а острую тревогу. Излучают накал драмы идей. Художественная романтика, равно как и пережитки классицизма, все заметнее вытесняются гораздо более драматичным стилем, который принято именовать реализмом. Академические программы с их выспренной патетикой вызывают у молодого поколения активный протест. И после бунта 14, устроенного рядом выпускников Академии художеств, организуется независимое товарищество передвижных художественных выставок, в деятельности которого принимают активное участие ведущие мастера эпохи: Крамской, Перов, Куинджи, Репин, Суриков и другие. Таким образом, в России впервые возникает мощная арт-группа, являющаяся крупным сообществом единомышленников, предполагающим путем устройства передвижных выставок самостоятельно моделировать процесс развития изокультуры по всей стране.
Центральное место на их выставках заняли жанрово-бытовые мотивы. Вся Россия, запечатленная в ее многоликой повседневности. По своей популярности живопись занимает теперь ведущее место среди пластических искусств, оттесняя на задний план даже архитектуру. Мощно обновляется историческая и религиозная живопись. Особую роль здесь сыграли картины Ге, которые выделяются своими сильными светоцветовыми эффектами, придающие мотивам русской или евангельской истории волнующую актуальность. Крамской в своем знаменитом «Христе в пустыне» также стремится связать религиозную тему с социально-нравственными поисками своих современников. Новый расцвет переживает портретная живопись. Перов, Крамской, Репин и другие мастера создают массу ярких, как типажных, так и остро индивидуальных портретов представителей разных сословий. Особое значение тут получают образы людей творческого труда. Романтический ореол сохраняется в полной силе лишь в портрете творческой личности. Достоевский или Толстой предстают властителями дум. Именно через их сознание постигается история. Прежде большой масштаб неизменно предполагал эпическое и, во всяком случае, поучительное содержание. Ныне же большая, хоровая, как ее называли, картина может преподать и урок совсем иного негативного свойства, подобно репинскому крестному ходу, этой панораме пестрого социального гниения и распада. Аналогичны и батальные полотна Верещагина, в которых проступают не триумфы, а смертельный ужас войны. Крупнейшими пейзажистами передвижнической эпохи были Саврасов и Шишкин. Образы природы вбирают в себя все больше пленэрных впечатлений, теснее сближаясь с реальной натурой, а с другой стороны, все чаще принимают вид обобщенно-символических суждений о России, превращаясь в своего рода живописные поэмы. И еще один шаг дальше Шишкина, и перед нами уже ночная греза, как в лунном пейзаже Куинджи. Художественная истина по-своему документальна, но дана лишь в мимолетных озарениях, в виде вспышек интуиции. Поражает искрометная сила красок в заседании Государственного совета Репина. Тут нет ни однозначной хулы, ни однозначной хвалы, хотя скрытой сатиры и явного дипломатического благодушия хватает. Тут именно мерцание истины. Той истины, что не может быть обозначено кратким словечком «да» или «нет». Также и в исторических полотнах Сурикова. Русская старина выглядит в них величаво живописной и в то же время пугает своими трагическими раздорами, на долгие века оставившими свои багровые рубцы. Истина же в конечном счете подобна зыбкому пламени свечи в руке стрельца, привезенного на казнь. Она освещает красотою, но так, что из этого света нельзя извлечь простую формулу и однозначный, слишком легкий урок.